Всем привет! Давно у меня лежала для переделки вот такая старая сумка мужа. В целом она еще достаточно крепкая, но несколько лет эксплуатации ее изрядно потрепали. Фурнитура ремешка уже давно была сломана, да и с другой стороны, скорее всего, тоже скоро выйдет из строя. Также в некоторых местах облезло покрытие, появились царапины, потертости. Ничего, конечно, критично страшного, но внешний вид уже изрядно пострадал. Магнитный замок на клапане тоже, похоже, скоро отвалится, как-то уж очень ненадежно он там закреплен. В первую очередь все хорошо протираем и обезжириваем. На клапане я решила сделать геометрический узор и для этого наношу разметку. Я размечаю 3 горизонтальных линии с отступом в 5 сантиметров. Далее эти линии я делю на 5 равных отрезков. Какого-то конкретного узора у меня в голове не сложилось, поэтому я просто размечаю линии по отметкам. При нанесении рисунка на них потом проще будет ориентироваться, чтобы линии получались ровными. Я немного увлеклась и вот что в итоге размечала. Беру акриловые краски по ткани и коже. Узор я буду делать симметричным, хотя это в принципе не обязательно. Небольшие недочеты можно подкорректировать ватной палочкой с водой. Пока краска свежая, она очень хорошо смывается. Для своего рисунка я буду использовать несколько цветов. У моей сумки будет новый цветной ремешок и, соответственно, его оттенки я и использую в рисунке. Я решила не останавливаться только на линиях и добавить немного точек. Но это опять же дело вкуса и, конечно же, можно обойтись и без точек. Продолжаю рисовать линии, пока меня не устроит результат. Вот такой в итоге геометрический узор у меня получился. Можно еще линии делать разной толщины, будет тоже хорошо. На краю крышки я нанесла разметку на равных расстояниях. При помощи вот такого ручного пробойника я буду делать отверстия. Это не очень сложно, но все-таки потребует определенных усилий. Вот таким образом я пробиваю все намеченные отверстия. Небольшие дефекты покрытия я закрашиваю акриловой краской в цвет сумки. Краски для кожи устойчивы к внешним воздействиям и будут держаться хорошо. Но вот уже выглядит намного лучше. Вот от таких белесых пятен на сумке я решила избавиться при помощи акрилового лака. Он сделает цвет сумки равномерным и ярким, а также дополнительно защитит рисунок. Покрываю всю наружную часть и оставляю сохнуть. После высыхания сумка выглядит практически как новая. Чтобы зафиксировать магнитный замок, мне пришлось распороть карман. По-другому внутрь сумки было не добраться. Аккуратно распарываю боковой шов примерно на 5-7 сантиметров. Теперь видно, что тут даже фиксатора никакого нет. Неудивительно, что кнопка начала рвать кожу и отваливаться. Разгибаю усики и достаю кнопку. Для ее крепления я буду использовать вот такой небольшой кусочек переплетного картона. Я закруглила у него края, чтобы они меньше выделялись через кожу. Намечаю отверстия в нужном месте и аккуратно их прорезаю. Также я еще дополнительно их решила немного расширить шилом, чтобы проще было все закрепить. Ну вот, теперь все можно устанавливать на место. Ставим магнитную кнопку и аккуратно плоскогубцами загибаем усики. Вот теперь все крепко держится, осталось только зашить карман. На клапане я буду размещать вот такую декоративную фигурку, но для этого мне придется распороть боковой шов. В противном случае клапан пришлось бы прорезать насквозь. Чтобы не прорезать внутреннюю часть клапана, я подкладываю кусочек переплетного картона и прорезаю отверстие в нужном месте. Внутрь помещаю металлическую планку и загибаю усики. Все прекрасно держится. Сбоку клапана я решила сделать декоративную отметку вот такой толстой ниткой.
Это специальный шнур для прошивки документов. Прошиваю одну сторону, а затем вторую. Вот что в итоге получилось. На нижней части клапана я буду делать бахрому из вот таких кожаных шнурочков. Первый шнурок я отрезала с небольшим запасом, складываю его вдвое и вот таким образом завязываю. По нему я буду отмерять длину для остальных отрезков, подрезая его в нужный размер. Отвязываю и готовлю необходимое количество отрезков. Теперь необходимо таким же образом завязать шнурочки на все отверстия. Складываю пополам, продеваю и затягиваю. Вот такая бахрома в итоге получится. Ремешок я не стала делать сама, а просто купила новый на AliExpress. Там очень много красивых цветных вариантов с различным цветом фурнитуры. Цепляю новый ремешок и все готово. Вот такая красивая сумка в этническом стиле в итоге получилась. Люблю такие вещи и с удовольствием буду ее носить. Всегда приятно, когда старые вещи обретают новую жизнь. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые идеи. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!